Отцы и дети – столкновение двух поколений, двух разных взглядов на жизнь. Нет, речь идет не о постановке драмы Ивана Тургенева, а о удачном соединении семей Рыбаков и Казинников, которое произошло в концертном зале Дзинтери при участии струнной группы Латвийского национального симфонического оркестра. Считается, что дети хотят идти своей дорогой, расходящейся с путями их родителей. Но, как говорится, яблочко от яблони недалеко падает, в чем наши зрители смогли убедиться, наблюдая за четырьмя талантливыми музыкантами Александром и Игорем Рыбаками и Михаилом и Борисом Казинниками. Мы просто хотим показать, что на самом деле через искусство, через культуру, через красоту нету конфликта между отцами и детьми. Да? Конфликт всегда возникает на уровне безобразия, на уровне глупости, на уровне уродства. Поэтому красота, она объединяет мир и спасает мир. Достоевский сказал, красота спасет мир. И это в принципе правда, если бы только люди научились ценить эту красоту. Идея провести такой концерт пришла Михаилу Казиннику 3 года назад, после победы Александра Рыбака на Евровидении. И дело не только в том, что их семьи связывает давняя дружба. Саша воспитан на классической музыке, что и поднимает его высокий уровень, позволяя исполнять на одной сцене и свои произведения, и произведения таких великих композиторов, как Вивальди и Баха. У меня вообще друзей не было первый год, когда мы переехали в Норвегию. Так что я же только знал, что происходит в нашем доме, да? И там в нашем доме нужно было заниматься час в день, если не 2. Даже когда мне было там 6-7 лет, да? И я думаю, это для каждого ребенка так, если, например, мама и папа бы переоделись в костюм кенгуру и прыгали в саду, так я бы подумал, что все так делают, да? Так что я думаю, что все занимались 2-3 часа в день. А когда я выяснил, что только я так это делал, то тогда я уже понял, что я уже мог с ними, как называется, negotiation, переговоры вести, да? Там такие лего, есть у вас лего такие игрушки, да? Так что позанимался час и получил игрушку. Какой я был отец? Да. Справедливый, строгий, требовательный и веселый. И добрый. А какой он был сын? Сын. Ну, самый лучший сын, который у меня был когда-либо. Он у меня единственный. Помните его какие-то там типа плохого поведения или какие-то проделки или какие-то что-то такое интересное из детства? Ну, у всех детей свои проделки есть. Естественно, конечно, у него свои проделки были. Никогда не ломал смычки, конечно, и занимался хорошо, и поэтому проделки... Я не помню проделок, вы знаете, всегда помнится что-то хорошее. Как воспитать вот таких блестящих детей? Любить. Только любить. От любви все происходит. В Норвегии есть интересный баланс, чтобы ребенку было интересно, чтобы он никогда не смотрел это как на пытку, на занятие. И вместе с тем, чтобы он осознавал, что это для него делается. Вот надо с открытым сердцем подходить и к чужим детям, и к своим детям, вот когда преподаешь. Тогда будет результат хороший. Я не был строгим отцом, но когда мой сын, как всякий нормальный ребенок, не хотел заниматься, я тут же шел к телефону, поднимал трубку и делал вид, что я говорю с директором школы 11-летки, что вот Боря Казинник не занимается, поэтому придется нам с вами расстаться. Он тут же брал скрипку, приходил и прямо под моим ухом начинал пилить, показывая, что он усердно занимается. Долго это срабатывало? Вы знаете, это срабатывало до тех пор, пока он не почувствовал абсолютнейшую красоту скрипки и прелесть того, что в него стали влюбляться девочки, дружить мальчики, что он выходит на сцену, и вдруг он не просто, особенно в Швеции, он в 15-летнем возрасте вышел на большую сцену и сыграл концерт, и тут же все газеты написали, что он принял все сердца, этот маленький мальчик, представитель русской скрипичной школы. И вот тогда он все понял сразу. Сейчас он вам благодарен, наверное. Нет, конечно, он и сейчас говорит. Он даже говорит так, что когда мы приехали в Швецию, он не знал ни слова по-шведски, но он вышел на сцену и стал играть. И все стали аплодировать, и даже платить деньги. Тогда он понял, что это профессия, которая во всем мире
актуально. Я хочу молодым родителям пожелать немножко дополнительного ума, чтобы они не поддавались на провокацию толпы, не поддавались на сиюсекундное и сиюминутное влияние, а чтобы они понимали, что если они хотят детям счастья, их нужно обязательно ввести в большой мир. А большой мир – это не мир сиюсекундности, это мир вечный, мир вечных идей, вечных красот, вечного поклонения. Помните, Кант сказал, есть только две истины. Это звездное небо над нами и внутренний нравственный закон внутри нас. Это остается актуально на все времена. Вот этого я бы посоветовал родителям получить самим и передать детям. Воспитываясь по таким правилам, дети, становясь взрослыми, также будут воспитывать и своих детей. Но Александр Рыбак, к примеру, ни к чему такому серьезному пока еще не готов. Да и в личной жизни пока не все клеится. Если кому-нибудь по-настоящему интересно узнать про мою личную жизнь, так пусть они посмотрят мой новый видеоклип «Стрела Амура» называется. Там это мы в Киеве снимали, и я описываю жизнь артиста, как днем я всех соединяю, типа, своей скрипкой, они влюбляются в друг друга, и все так, все радостно, а вечером я один в гостинице, и там в душе плачу и все такое. Так что я очень-очень-очень честно это описываю. Но платит дождь, я же